Привет, друзья! Это Влог Алекс 404. Приветствую вас. Куда я смотрю? Куда-то в лампу смотрю. В общем, шепчу, потому что Ируся еще спит. Время 7 утра, а я собрался выезжать, потому что мне прямо не терпится испытать новый велокомпьютер, который я приобрел. Так как я только и делаю, что работаю всегда. Времени абсолютно нет. Вот сейчас суббота, раннее утро, и мне прямо не терпится его испробовать. Garmin Edge Explorer 2 я прикупил. Сейчас поедем его испытывать. Значит, план выглядит так. Вот я выбрал тайники, геотайники. Вот какой я выбрал? По-моему, вот этот. Сейчас посмотрим, как он называется. Фон дер Рейхе. Нет, этот я уже, кстати, находил. Вот это. Мам, где мой тайник? Так. Короче, какой-то из этих тайников. Вот здесь карта, да? Да блин, вот этот же. Ты нормально где-то вообще? В общем, я выбрал один тайник. Не могу его теперь найти. Фонд. Он непростой. Вот он, друзья. Короче, рассказываю все сначала. Обычно я выбираю тайники. Я шепчу, потому что она еще спит. Тайники самой простой сложности, абсолютно легкие, просто чтобы была цель для велопокатухи. То есть туда съездить, быстро найти и обратно. Но что-то этот формат как-то слишком уж простой, слишком уж все получается одно и то же. Я еду, нахожу и еду обратно. Никакого экшена, никакой движухи. Это что-то бубню там себе под нос про свою жизнь. Это никому не интересно, что я делал, что я собираюсь делать. Это нахрен никому не всралось. В общем, я сегодня решил немного изменить и выбрал тайник посложнее. То есть есть два вида тайников. Вот эти зеленые — это обычные, простые. Вот эти вот оранжевые — это уже сложные тайники, там где надо что-то разгадывать, решать какие-то задания. Не скажу, что я это очень люблю, потому что я больше это все на велосипед нацелено, мои велопокатухи, и надо быстро приехать, найти, вот париться, там что-то разгадывать, как-то вот не очень мое, не очень люблю. Ну, периодически, наверное, надо это делать. Значит, сложность у этого тайника, вот я его уже открыл, сложность 2 звезды, доступность 2 звезды из 5. Ну, то есть это не очень сложно, не очень сложный тайник. Вот его задание на немецком, я его уже вот перевел. Там на месте я его прочитаю. Честно говоря, не очень хочется эти шарады разгадывать. Хочется просто покататься и пробовать новый велокомпьютер. Ну, посмотрим там по-быстрому на месте. Если будет сложно прямо, так я там что-то там сделаю, какие-то наброски, и дома это все порешаю. Или там, может, на месте с чатом GPT. В общем, голова уже не варит, и делать ничего не хочется. Вот так выглядит путь. Вот с дома, вот так я сейчас поеду вдоль моря, между нашим заливом и между морем. Вот сюда, тут вот лес красивый, вот сюда, вот тут этот тайник. Потом по самочувствию, этот, короче, в общем, одну сторону будет 35 километров. По самочувствию, если это будет напряжно, тяжело, просто этим же путем вернусь обратно. Если прямо будет нормально, то поеду дальше до Прер, до Цингст, и это будет 100 километров. И вот так вернусь. Ну, это вряд ли, потому что погода херня. Я, как обычно, растренирован. В общем, погнали, посмотрим, как оно все будет. Все, собрался наконец-то. Время 8 утра. Уже не получилось прямо выехать по темноте. Но 8 утра для субботы тоже, я вам скажу, не так уж и поздно. Устанавливаю Garmin с первый раз. Первая установка Garmin. Значит, по Garmin. Конечно, это все будет непросто, я так чувствую, подразобраться и одной рукой это все делать. Давайте поменяем хотя бы с левой на правую. Задал я координаты.
Почему-то у меня это крепление немного криво стоит, но тут с ним целая история. По дороге расскажу еще раз, освежу. Пил я его неделю назад, он уже успел подразрядиться. Вот я вбил координаты геотайника. Сколько километров, кстати, так и не показывает он где-то, нет? В общем, пока что все очень туманно, очень, я даже не знаю, вот музыка моя, управлять музыкой, очень все туманно. Ну, будем разведку боем производить, по месту разбираться. Вот так эта вся конструкция выглядит. Ладно, освежу. Я, короче, здесь сорвал родную Гевинде, господи, резьбу на руле, когда тут экспериментировал с креплениями для велосипеда, и для фары, и для велокомпьютера. И здесь у меня установлены такие теперь... Блин, у меня сейчас язык с утра еще нифига не ворочается. В общем, это самоделка. Я там установил на распирающие такие гюльзы. Вот. И это все всегда при тряске раскручивалось. Я тут раньше возил сверху телефон. Телефон вообще тяжеленный. Плюс фара. И это все всегда раскручивалось. В общем, последнее время я закрутил. Вроде держалось. Уже вот прямо... Уже год я, наверное, вот так езжу. Только с одной фарой. Все жестко. Ну, не знаю. Сейчас добавится компьютер. Возможно, при тряске опять раскрутится. Но на этот случай у меня есть новый руль. Я заказал новый руль. Это тоже история. Я тогда, когда только получил этот велосипед, сразу же я сорвал эту резьбу внизу. А без этой резьбы вот никуда. И я заказал новый руль, он стоит 350 евро новый. Они мне пошли навстречу и продали его за 170 евро, по-моему, в полцены. Вот, и поэтому, так как это крепление теперь не на родных Гевинде, не на родной резьбе, а на гюльзах, поэтому вот так чуть-чуть, пару миллиметров криво стоит. Ну ладно, посмотрим. Дальше. Насос. Я купил вот такой чудесный насос, друзья. Чему очень рад. На черную пятницу. Давно мечтал вот такой аккумуляторный насос. Прямо самый один из топовых. ЦИК плюс. Накачал им колес. Колеса сейчас по 4,5 бара. По 4,5 бар я им накачал. Тут устанавливаешь, какое давление ты хочешь. Он сразу сам отключает. Песнь. Я его, конечно, сейчас с собой брать не буду, потому что он тяжеловатый. Ну, как он 100 грамм весит, ну нафига он нужен, потому что у меня ручной насос с собой, и я не так далеко еду. Если я буду ездить, тогда я буду ездить куда-то реально далеко, я буду брать его с собой. И я что хотел сказать, что 4,5 бар, это, они сейчас просто как барабан, они прямо сейчас железные. Я никогда не ездил на таких железных накачанных колесах. Я даже не знаю, мне сейчас зубы поотлетают от тряски. Ну, посмотрим. Они максимально до 5 бар их можно накачивать. Там, с 3 до 5. Я так 4,5. Ну, блин, в общем, жестко. Это должно быть. Так, ставлю его. Сегодня его с собой брать не буду. Дальше. Булка. Булка. Там немного в середине какая-то начинка такая. Майонезно-чесночная. Не знаю, куда я положу. В карман, наверное, просто, потому что места нету. Чтобы были какие-то не только углеводы в дороге, а и немножко жира. Дальше. Вот здесь у меня 3 шоколадки. Но это мало. Потому что я вообще не завтракал. Я съел только 1 банан, выпил кофе. Сейчас я еще возьму, вот у меня упаковка сникерсов, еще 2 сникерса с собой возьму. Дальше. 2 сникерса с собой возьму, и вот 2 бутылки воды. Одну я беру просто воду, вообще просто вода с крана. А в другую я кину, как они там, господи, называются, гидролит, электролит. Только его еще нет. Таблетку электролита, но я не помню, вот вспомню. Да, я водил, вот. Таблетку электролита. Я вам просто показываю свои приготовления. Не знаю, зачем они вам нужны. Ну, типа, что для целостности картины. Как все это организовывается. Как все выглядит. Дальше, что еще? Булку свою с чесночную я вам показал. Водить показал. Еще. Тоже интересная история. Интересно. Вот такой я для телефона. Вот так я заказал для телефона. У меня Xiaomi 14 Pro. И, короче говоря, следующая история с ним. Есть фирма такая SP Контакт или что-то, какой-то Контра, что-то такое. И у них самые классные телефонные крепления. Вот они прямо вообще...
самые-самые. Они дорогущие, но они вот качественные, реально. И я его благополучно забыл дома. Придется вернуться, потому что я заказал у них вот такое вот крепление, которое вставляется сюда. Дальше чехол для телефона уже с таким скреплением под это, ихнее крепление. И с защитой от воды. И все это я заказал Xiaomi 13 Pro, потому что у них на сайте это была последняя типа модель, которая есть в наличии. Я такой думаю, блин, ну наверное, я забыл вообще, какой у меня телефон, придурок. Я думаю, ну наверное, это последняя модель, и у меня тоже последняя модель. Заказываю, приходит, в результате, блин, телефон не влазит. Я в телефон смотреть, что у меня за телефон. У меня 14 Pro. Ман, я им пишу. Я по ошибке заказал 13 Pro, мне надо 14 Pro. А они такие, а у нас нету. Вот такая вот бредятина. Хотя сайт мега-пупер, вообще фирма мега-пупер. Известная, крутая, у них очень классное качество всех этих держателей. В общем, я хочу заменить вот этот свой, потому что он громоздкий. Он, в принципе, еще держит нормально, но он громоздкий. Как-то мне все это не нравится. На их фирменный. В результате я вот эту вот штуку ихнюю, я забыл, сейчас дома пойду заберу. Сейчас поменяю вместо этой новую вкручу, вот эту уберу. И в Хюлю чехол для телефона и водозащиту я отправил им обратно. Жду, когда они мне деньги вернут. Так с Хюль ты просто в Хюлю вставляешь, господи, чехол вставляешь, а в чехле уже вот это крепление. Ты так цак, клац и все. Удобно. Ну, пришлось заказать у них вот такой вот, то есть там чехол вот с таким вот креплением. А я у них заказал сейчас универсальный. И сейчас по дороге покажу, как это выглядит. Сюда телефон, вот здесь крепление, цак. Но это уже не то. Здесь нету доступа для кнопок. Водонепроницаемый. Он, конечно же, качество офигенное, но не то. Все, пошел я домой за этим креплением. Меняю это крепление, вставляю телефон и еду. Все остальное по дороге. Погнали. Так, друзья, поменял я крепление, значит. Есть у меня смутные сомнения. Вот это вот родное было крепление. Вот это вот крышечка, видите? А, нет, это не родное было крепление. Где-то я родную я уже снял. Это крепление вместе с этим креплением. Но оно подходило по форме вот этого вот всего. Вот этого места. Видите? Я его специально такое искал, чтобы оно подходило под это все. Но оно было вообще очень легко. Его сколько ни закручиваю, оно всегда вот так вот здесь вот было... не фест, не жестко все время. Вот сколько я не вкручивал, и была опасность вообще сорвать резьбу, и это все было. Хотя оно тоже железное, я думал, оно вообще какое-то залипушное, где-то на Алиэкспресс купленное или в тему. В принципе, неплохое, но вот я говорю, оно вот не было ни жесткой фиксации, сколько не вкручивай. Вот эта история. То есть вот тут уже не выглядит как родное. Видите, здесь должна быть прямоугольная такая крышечка. Но она вот этой фирмы SP Контакт, что такое. Оно вот здесь, оно все железное, и оно там имеет такие как зубья. И вот эту штуку можно выставить под каким хочешь углом. Это раз, я выставил параллельно. И во-вторых, вот это вот круглое, там внутри само место, оно тоже круглое, цилиндрическое. И это все встало туда прямо как литое. То есть вообще вот это жесткая конструкция, жестче не придумал. Дальше идет вот этот вот чехол, я так понимаю, к нему надо еще что-то. Или он так сядет. Так, сейчас нажму на паузу. Не, он так должен сесть. И вот так это все будет. Сейчас поэкспериментируем. Есть ли смысл? Ну, телефон можно вообще не возить или возить где-то в сумке. Можно вот это все брать. Это вот я просто там слушаю музыку. Он как бы мне не нужен, только вот так. А это, на всякий случай, если надо будет телефон. Потому что телефон все равно всегда с собой. Особенно если дальники какие-то, то это всегда скучно. Тут можно хоть кино смотреть и ехать. Все, погнали, выезжаю уже 8 часов. Так, друзья, выехал. Наконец-то я выехал. Пока соберешься, караул. Так, ну что, выглядит все хорошо. У меня даже есть идейка, как подправить расположение к велокомпьютеру. То есть он сейчас тут кривовато. Вам не видно, вот он. И это раздражает, когда ты перфекционист, и у тебя компьютер такой на полвторого. Есть одна огромная проблема. Одна огромная проблема. Очки. То есть я очкарик, и я на велосипеде в принципе езжу без очков, потому что у меня зрение плохое, но не сильно. И поэтому навигация на телефоне, она
огромная. Так, он сейчас мне показывает здесь повернуть. И она огромная, я могу ездить без очков, по крайней мере днем. Вечером проблематично, днем. А с этим велокомпьютером без очков я уже ничего не увижу. Ман. Я сейчас в очках, но в них неудобно, они спадают, они не спортивные, а это есть большая разница. То есть я езжу на велосипеде в обычных стеклянных, пластиковых, самых дешевых, самых простых очках за пару евро. И мне норм днем, по крайней мере. А вот я в них ничего не увижу. Сейчас чуть еще посветлеет. И я попробую в них их одеть и посмотреть, на как я буду различать эту Garmin, что он показывает карту. Но пока что я еду в очках для зрения. И это проблема. Надо организовывать спортивные очки для зрения. Прозрачные. И это будет стоить, я вам скажу. Потому что здесь очки это дорогая вообще история, дорогое удовольствие. Вот эти мои простые для зрения 330 стоили, это еще норм. Так-то они по 500 евро вообще. У Иры вон 500. Так, а что теперь карта пропала с Гармина? Блин, теперь так непривычно это все. Сейчас попробую ровно его поставить. Сейчас уже начались сопли. Сразу заранее прошу прощения, что весь тур я буду шмаркаться. Какая-то хроническая фигня. Так, друзья, в общем, компьютер не получится ровно поставить, потому что здесь нечего настроить. Вот я его снимаю. И здесь все уже фест, здесь уже жестко. И тут нечего, я думал, можно подкрутить, знаете, как вот на чехле, там можно эту штуку крепления подкрутить влево-вправо. А тут уже все жестко, к сожалению. Но я полез в карманы и увидел там вот эту штуку от предыдущего крепления к телефону. И понял, что вот это Гехерт, оно сюда. Отсюда. И сейчас вот это сниму крепление, поставлю эту штучку, потому что мне вот это не нравится. Это получается, как будто бы туда будет вода затекать, хрен его знает. Так, секунду. Место свое родное. Вот эту вот проставку родную. Надеюсь, что я ее той стороной поставлю, что она как-то подозрительно. Блин. По-другому она и не станет. Ну, теперь вроде все жестко. Но теперь хоть это все не выглядит таким незавершенным, знаете. Ну, по крайней мере, я пробовал и с ней, и без нее. Теперь буду иметь в виду, если это все будет разбалтываться, то можно ее убрать, и без нее тоже будет, походу, жестче. Погнали. Блин, косноязычие жуткое. Не знаю почему, потому что я уже давным-давно не записывал ничего, никаких новых видео. И все какими-то витиеватыми такими фразами. Все по 100 раз одно и то же повторяю. Катастрофа. Ух ты. Кто рыбачит тут, никогда не видел. Чувствую, что крепление надо перекрутить чуть повыше, потому что я телефон поставил вот так. Вот так. Ну, параллельно, надо чуть повыше его поставить, потому что он при тряске бьется об руль. Смотрю сейчас высоту. Впервые увидел. Минус 115 метров уровня моря. Неудивительно, почему у нас все время дожди и туманы. Мои шутки по поводу того, что это только в Дамгартене, а уже в Рыбнице, вот на той стороне залива, погода лучше, не беспочвенны. Минус 115. Конечно, здесь будут туманы и дожди бесконечно. Хо-хо-хо. Друзья, впечатление прямо очень приятное, очень хорошее. Garmin, значит, показывает карту. Все видно. И переключает периодически на инфо табло, где у меня тут, я тут заранее чуть повыставлял, что мне интересно. Среднюю скорость, расстояние, время до пункта назначения. Что-то как-то мало стоит, 19 минут. Высота, таймер, как сколько я еду, время суток, направление север. Направление можно убрать. И он эти экраны между собой сам автоматически периодически меняет, переключает.
мне не надо, то есть мне больше всего из этих данных мне интересна средняя скорость, вот ее поддерживать на каком-то минимуме. А все остальное, ну так чисто развлекало. И карта. И он сам их переключает. Красота! Вау! Единственное, что мне не нравится, что он стоит криво, и меня это будет теперь с ума сводить всегда. Надеюсь, когда-то у меня руки дойдут поменять руль. Он лежит навехонек уже полгода. Прошу прощения. Единственное, что меня останавливает, что там надо будет перематывать намотку эту на руль. Я этого ни разу не делал. Ну и переключатели переставлять. Но так как они у меня беспроводные, без тросиков, то это не должно быть сложным. Единственное, что может быть сложным, это вот обмотку эту намотать красиво, аккуратно. С чем у меня всегда большие проблемы. В общем, не знаю. Если это крепление будет расшатываться, потому что я перед этим рассказывал крепление на фару и на велокомпьютер, то я поменяю руль. Или когда мне вот эта вот кривизна достанет, пока что терпимо. То есть это пару миллиметров вправо. Моросит дождик легкий, или это туман, что-то моросит. Вот, ну пока что я доволен. Телефон прямо вообще выглядит прямо монументально. Посмотрите, прямо как влитой вообще. Не дождь ему теперь, ничего вообще не страшно. Вози с собой. Красота! Мне пока все нравится. Единственное, что надо будет поиграться с настройками отображения, чтобы он мне показывал, что мне интереснее. Ну, то есть направление можно убрать. Вот он сейчас на карту переключился. В очках для зрения вижу прекрасно. Экран 3 дюйма. Оптимально, потому что я хотел сначала заказать Брайтон. Он 3,5 дюйма. Но потом все-таки вернулся к Garmin Explorer 2. Это, в принципе, простенькая версия, доступная по деньгам. Я его за 216 евро купил в Черную пятницу. А позавчера зашел уже. Черная пятница прошла неделю назад, 2. А он уже 211. Вот, и как бы 3,5 дюйма уже какой-то он гигантский. Хотя, блин, он 30 часов держит. Это вот 30 часов держит аккумулятор, этот 16 типа должен держать. Но я сомневаюсь, разряжается он довольно-таки быстро, потому что ну вот я просто с ним игрался периодически, он со статом до 70 уже разрядился, хотя казалось бы. И вот я считал, сравнивал с чатом GPT, там советовался, какой лучше. 30 часов, конечно, в том подмывают. То есть 30 часов это можно неделю вообще не заряжать. А вот этот надо будет через каждые 2 дня заряжать. Ну блин, там типа там карта, там что-то там какие-то проблематики, сложная навигация, там дурацкий эп, приложения. Ну и Garmin. Garmin, типа, блин, это вот Mercedes среди велокомпьютеров. Хоть и простая, хотя это не самая простая версия. Такой середнячок. То, что мне надо, потому что я не велоспортсмен. Мне надо только, главное, навигация и средняя скорость, по сути. И больше мне особо-то ничего и не надо. Мне главное навигация, чтобы была точная. И у гарминов она самая точная, самая удобная. Куда он мне показывает? Развернитесь по возможности. Ты придурок, ты меня что, не туда повел? Я тут хвалю тебя. Вот ты кадр. Короче, я придурок. И это мне известно. Потому что я, в принципе, знаю, как туда ехать, где этот тайник, координаты которого я выписал. Но я такой, а Garmin ведет не туда, поеду, как Garmin ведет. А он туда вел. Просто надо, я же не знаю, какого цвета, каким стрелки показываются. Надо, чтобы синие были стрелки, а не красные. А я по красным поехал. Хотя я сейчас тоже не уверен, потому что как будто он мне показывает... Типа, что он мне показывает? В общем, будем сейчас разбираться по ходу. Я уже километров 5 отмотал. Не в ту сторону. Хорошо идет.
Надо соточку. А, тут ветер, блин, в спину был. Ветер сегодня 14 метров в секунду. Это немного, но и не мало. Это еще не ураган, но есть. И что вот получается, что он у нас южный сегодня. Так. Вот эти стрелки сбивают меня с пути. Он показывает, как будто развернитесь. Фак. Будешь меня теперь дрючить всю дорогу? Бля, вот это еще разобраться, что эти стрелки обозначают. Моросит хорошо. Еду обратно. Ну вот, я вам так скажу. Ничего навигации Гугла пока что люди не придумали. Вот даже Garmin самый вот навороченный, который есть, не сравнится с Гуглом. Я вообще не ною, это я доволен. Но, блин, надо привыкнуть, понять, как это работает, потому что у меня опять только что развернитесь. Блять, так он мне в ту сторону развернитесь показывал, в эту сторону развернитесь. Я посмотрел сейчас всю карту, и таки дох, я правильно ехал. И еду обратно, благо сейчас я вернулся пару километров всего. Но тут надо понять, какого цвета стрелки что обозначают, конечно. Сейчас вот она опять синяя. Это все не так, как я подумал. Пофигу. Главное, что... Ну, тут надо разбираться. Блин. Я хотел сразу, вот, чтобы все было понятно. Не, так не работает. Надо сначала поблукать, постараться. Классно. Он показывает всякие оповещения, когда какой поворот, где еще начинается, где еще заканчивается. И пересчитывает маршрут прямо на ходу. То есть, если я не туда поехал, я так понимаю, это самая большая проблема у всех навигаторов с пересчетом маршрута. Этот прямо за пару секунд, цак, новый маршрут. И я не договорил по поводу велокомпьютеров. Это нормально, я буду с мысли на мысль перескакивать. Это во всех моих видео. Я одновременно хочу обо всем рассказать. Да, так вот я тут хотел Бритон купить, он 249 что ли, 269, в общем в такой ценовой категории, как и этот Explorer 2, но у него 30 часов держит аккумулятор и монитор 3,5 дюйма, но, во-первых, 3,5 дюйма это уже многовато, вот этот вот оптимально. Потому что 3,5 это уже как будто будет 2 компьютера на руле. 2 телефона как будто будут уже на руле. Что-то уже будет нагромождение всего и вся. И так смотрится уже подозрительно с телефоном и с компьютера. В общем, 3,5 мне ни к чему монитор. Ну и плюс вот этот вот пересчет карты на ходу у Гармина самый лучший. Плюс чуть подешевле. В общем, все склонилось к Гармину в итоге. Хотя уже тот лежал у меня в Амазоне в корзине. Все, беру. Неделю он у меня там лежал. Я сравнивал, читал. И все-таки к Гармину склонился. Прямо машина с булками. Я думаю, кому здесь она продает. Эта тетка вышла в туалет. Вот был бы смех, если бы я сейчас такой нарисовался. Она сидит сытая. Я такой, продайте булочку. А почему? А с чем у вас эти булки? Она такая сидит там в 10 метрах. И такая, да, вон те вот по евро 50, а те бери вот эти лучше. Эти вкуснее. Перестал переключаться компьютер. Показывает только навигацию, только карту. В принципе, она мне и нужна, но хотелось бы видеть свою среднюю скорость. Что-то не пойму, как это работает. Я, правда, перед этим потыкал во все, что можно. Еще одна у меня есть, конечно, это мой первый выезд. Одно опасение, что он потом вообще сейчас записывается, не записывается. Мой путь. Мой велотур. Я вчера вечером соединился с Стравой. Вроде бы. И по идее в конце он должен сам закинуть мой велотур в Страву.
Но будет ли это сделано, сработано, большие у меня сомнения. Ну, если что, то я закину километры вручную. Просто там, кроме километров, больше никакой статистики тогда не будет. Кстати, еще один момент, ради чего я купил велокомпьютер. Измерение мощности. В этом велосипеде в педалях встроен мощемер. И я не понял, не разобрался, как его соединить с телефоном, типа только с велокомпьютером. И вот это тоже хотелось бы эту функцию, которая есть в велосипеде, использовать. Я вот год на нем езжу и так не знаю, с какой мощностью. Там Strava что-то плюс-минус, там P-Mile там считает, но это все очень приблизительно. Не учитываются никакие параметры. В общем, и я только сейчас про него вспомнил. Надо сейчас будет, когда остановлюсь на первый привал, съесть свою булку, попробовать подсоединить его. Еще одна велообновка. Последнее время это было связано с этой черной пятницей. Я накупил кучу всякого. Я купил наконец-то подножку для этого велосипеда, потому что я активно веду соцсети свои. Кстати, кто не подписался еще, welcome. То есть я везде. TikTok, Facebook, ВКонтакте, не знаю, все соцсети, даже Twitter, X, какие еще там, YouTube, соответственно, Threads. Ну, наиболее интенсивно я в Instagram и Facebook. Ну и в Threads тоже. Ну и в YouTube. Короче, что я хотел сказать-то? Фак, забыл. Да, подставка для велосипеда тоже отдельная больная тема. Для гревела, для карбонового, особо-то выбора нету. Я купил такую изящную карбоновую подставку, типа подножку, тоже карбоновую. Но она не подходит к креплению. То есть, по идее, она должна там в заднее колесо. Ты раскручиваешь ее, вставляешь, скручиваешь. И хрена, вообще не подходит. Остается только что-то колдовать. Просто бодяжить такую, как на МТБ, такую массивную подножку. Это колхоз, вообще колхозный. Вообще подножки это типа мувитон на таких велосипедах. Но, так как я возвращаюсь к социальным сетям, веду их, и что там постить? Велосипед, разумеется. Ну, то есть, чтобы их так-то активно вести, надо что-то постоянно активно что-то постить, размещать какой-то контент. Ну а какой контент-то у тебя, господи? Ну ты такой же, как миллионы других людей, миллиарды. Ну там 5-10, ну ты не напастишь. Не знаю, не найдешь столько тем. И остается велосипед в разных ракурсах, на разных локациях. Но, блин, чтобы его выставить, поставить, это еще та задача. То есть, типа, мне писали там вот в Threads, я такой, как вот, что-то вопрос задал с подножкой, как быть. Вот, я ставлю на кочку, палочку. Друзья, блин, вы прикалываетесь? Если ты, блин, каждую неделю ездишь, тебе каждую неделю надо что-то выставить, какие-то фотографии. Тебе надо в 100 разных местах там сфотографировать велосипед. Не так, что типа раз в жизни, раз в году ты его сфотографируешь. А в каждой поездке. Вот где, извините меня, ты найдешь такие кочки, такие палочки, чтобы поставить под педаль каждый раз. Потому что тебе же интересна локация тоже. Ты хочешь вот именно вот здесь сфотографировать возле вот этого свой велосипед. А там ничего нету, просто трава, просто асфальт. И как вы, блин, где-либо ехать, типа, ну поеду, где будет кочки какие-то, там и сфотографирую, да, получается. Короче, это бред. И заморочился я подставками, подножками под педаль. Принцип простой, ты распираешь как бы под педаль, что подставляешь, и все. Есть такие вот самый крутой, типа такие две палочки, такая буква У, просто два прутика, которые там чуть-чуть выдвигаются, которые вешаются там на раму, тоже есть возможность. И ты их типа одеваешь на педаль и распираешь, и все. Удобно, по идее, должно быть практично. Но
Цена 29 евро. Блядь, за что? Это просто кусочек прутика железного. Ну вы серьезно, камон. Я заказал на тему просто такой вот из оргпластика, из оргстекла, прозрачного пластика, кусок вот такой вот пластика. Все. Стоил 2 евро, что-то типа того. Ну, блин, цена ему вообще 10 центов по нормальным делам. Ну, просто мне лень было их где-то это искать, выпиливать. Все. И, в принципе, тоже его под педаль подставляешь. И, в принципе, работает. Конечно, тоже надо ловить равновесие. Но при определенной сноровке вполне себе работает. Так, вон ночью кого-то размазывал по дороге. И вороны его сейчас вон склевывают. Фак. И это косуля. Хрена себе они ее уже выели в середине там. Охренеть. Ее так прям обычно их сбивают, они еще где-то бегут и у обочины потом валяются. А эту прямо, видно, очень сильно сбила, что она прямо на дороге осталась. Хотя, если очень сильно, то она должна была отлететь куда-то. Вот. Если вы подписаны на мои соцсети, то вы видели последние фотографии велосипеда. Я уже фотографировал с этой подставкой. Супер! Прямо вот доволен. И пруток этот у меня все еще в корзине лежит. Тут другая подставка в виде прутка железного на Амазоне. Но покупать не буду. Пошли вон. Так, сегодня, кстати, температура 5 градусов. Я одел 2 теплых носков. Но так уже пальцы что-то подмерзают. Потому что ботинки у меня все еще осенние, велосипедные, с шипом, с клик-системой. Ну, осенние. Зимние тоже я хотел купить на Черную пятницу, но они что-то там вообще 290 или сколько евро, бляхам, 216, нет, что-то 200-300. И то моего размера не было, даже за такую цену. Фак, я в том году, это тоже отдельная история. Все, заканчиваем с подножками, переходим к следующей теме — велообувь. В том сезоне, то есть зимой, я заказывал, блин, что-то там 3-4 пары я отправлял обратно. Сначала заказал такие прямо модные, огородные Shimano. Там одну пару, вторую, такой все, блин, оставляю. Shimano, они какие-то странные. Они делают, пишут одно, а там у них какие-то маломерные всегда. И в конце концов я оставил одну пару. Там тоже была история. Такой все. Что-то я сверил, какие-то 2 размера смерил, сравнил. И вроде все, вот эти 45-го размера оставляю. Вроде нормально, не жму. И, короче, покатался. Бляха, в них холоднее. Зимняя обувь, это зимние дорогие ботинки. В них холоднее, чем просто в кроссовках. У меня реально там, я в 0 ездил градусов, у меня реально пальцы просто потом не разгибались. То есть я в них замерз сильнее, чем я раньше ездил в 3 парах теплых носков и в обычных кроссовках. Реально сильнее. Я такой не понял, нахрена я покупал. А весь прикол, что они должны быть на размер больше, чтобы между ботинками и пальцами был какой-то еще зазор. А у меня пальцы были прямо впритык. Из-за этого эта вся передний носок этот он обдувается и леденеет просто. И это все передается в ногу. Сколько носков ты не одень. Я реально одевал еще 3 носка как-то туда, запихивал. А они вот прямо вот как раз были. А их надо брать на размер, если не на 2 больше. Чтобы там еще был зазор. В общем, я вернул все. Да, и я в них поездил несколько раз, по-моему. И такой, ну не могу, блин. И думаю, ну продам теперь как бэушные. И, ну, думаю, на всякий случай напишу продавцу, что он скажет. Я говорю, вот написал так и так, что-то сильно холодно. Походу, блин, как-то давайте договариваться. И они такие, да, без проблем. Пришлите нам обратно, если на них нету следов использования. Надо понимать, что я их уже мыл. То есть они были уже в болоте даже. Я их помыл насколько мог. Но вы понимаете, что как ни мой, все равно следы будут видны. Все, они мне вернули полностью всю стоимость. Удивительно. И так остался я все-таки без зимней велообуви. Этот вопрос вроде у меня
Не вроде, а еще открыт. Я вроде так все уже позакрывал там. По насосам, по навигации, по зарядке, по экипировке. Вроде так все позакрывал постепенно вопросы. Открытые места по свету, по музыке. Остались только зимние велоботинки. И была одна модель Shimano, опять же. В том году я их тоже заказал, получил, что-то повертел и отправил обратно. Не помню уже там всю историю. Но они были самые лучшие. Может, я опять маленький размер тогда заказал. В общем, хотел в этом году опять. Длинная история получилась, а их уже все раскуплено, нету. Даже вот за такую цену. Не помню, что там. В общем, от 200 до 300. Ехать. Давайте его пропустим. Спасибо сказать, чувак, не надо. А, ты уже приехал? Тя. Он уже приехал, он уже будет грузиться. Фак. Фак. Вот здесь вот. А они вон эту свеклу сейчас будут грузить. Начали, дали проехать мне и начали грузить. Офигеть, горы. Да, походу, я не знаю, не выставил, не откалибровал я, наверное, высоту как-то надо откалибровать. А может, здесь так и есть, но все еще показывает, что высота минус 105 метров уровня моря. 100 метров, ни хрена, это дофига. Угу. Вот что прикольно еще в велокомпьютере, что здесь управление плеером в телефоне. Он только что сам сейчас начал опять менять бильширные эти мониторы. То показывает мои данные, скорость, там все дела, расстояние, время, то карту, вот вернулся опять к карте. И есть управление плеером с телефона. Вот я сейчас еду в наушниках, слушаю музыку и могу управлять, мотать, останавливать, переключать. Прикольно, бомба. Так, может он... Так. Вот он, что-то какие-то извещения. Может он переключил с плеера, вот и обратно вернул в плеер. Потому что должен был быть впереди поворот. Ну, ответвление. И он переключил на карту обратно. Сейчас обратно на плеер. Класс вообще. То есть мне телефон можно вообще не доставать с этого чехла. Вот в этом чехле единственная проблема, что нету дырок под кнопки. Я даже не знаю, вот активировать его сейчас вот удастся. Отпечаток пальца через фолию эту он сосканирует. Будем экспериментировать. Блин, мне нравится вообще, бомба. Класс. Сколько я мечтал вообще об этом велокомпьютере. Наконец-то он у меня появился. Иху! Пока немного, 23 километра. Сейчас попробую померить обычные очки, потому что в этих начинает болеть затылок, потому что они не приспособлены для велосипеда. Я же здесь полулежачий как бы в состоянии вот так всегда. И они спадают, и, короче, у меня затылок начинает болеть от них. Фигня. Хороший арт-объект для фотографирования велосипеда. Сдали. С телефоном. Вот так раз. Наверное, можно повыше поднять. Так. Подножку, которую я прикупил. Так, все руки заняты. Сейчас я вам покажу, как она. Вот сейчас крепление и того, и другого будет проверено в полный рост. Уже начинается интересно. Я сейчас заезжаю в лес. И, кстати, по этой дороге еще ни разу не кормил. Теперь, может, узнаю о существовании велодорожек каких-то, где я гонял раньше. Дурак жизни. Я забыл подставку, расхваливал ее. Там, где фотографировал.
100% нормальный. Я тип вообще расхваливал подставку для велосипеда, фотографировал на этой подставке велосипед, сел и поехал. А подставку забыл там в поле. Блин, я уже проехал километров 10 оттуда. Сейчас придется возвращаться. Хоть она и пару евро стоит, но она мне прямо нравится, она мне прямо дорого. Да и в тему не закажешь просто что-либо за 2 евро. Это надо, там же минимум надо на 25 заказывать. И начинаешь всякое барахло ненужное скупать. Фак! Вот придурок, блин. Я сейчас такой еду и такой, так, и чего я вообще пришел? Потому что я смотрю эти рельсы, и я типа, нифига, я быстро так сюда доехал, другим путем. Я здесь в прошлый раз, такая цепочка мыслей, знаете, в прошлый раз я здесь фотографировал там дальше у этого моста, а может где-то на рельсах фотографировать, и тут такое, подставка, всплывает такая в этих вот мыслях, такая подставка, типа, на рельсах, а как поставить на рельсах и на подставку вот так, а где подставка? Блять, а я ее там забыл. Все, возвращаюсь, шайсе! Что-то косяк на косяке, забыл включить приложение Relive, которое трек мой записывает, анимационный, который я вставляю потом в конце видео для красоты, типа где ехал, как ехал, сколько проехал. Сейчас только я про него вспомнил и включил. Блин, капец, у меня морда опухшая. Ну фиг с ним. Просто я завозился с этими новыми гаджетами. Типа думаю такое, все, Страву. Я обычно, как мой велотур начинается, я прихожу, включаю Страву, записывание трека, включаю Relive, записанное трека, приложение и координаты в Google Maps на телефоне и еду. Не сделав этого, я не выезжаю. А тут такой типа, все, у меня компьютер, я этого я ничего всего делать не буду. Ладно, я включил, сейчас будет половина маршрута. Лучше, чем ничего. Короче, еду сейчас за креплением, за подставкой, подножкой и больше ничего болтать не буду. Уже возле тайника быстренько сниму, потому что я опять наснимал на час, по-моему. И возможно, что часового видео не будет, так как севший был аккумулятор в GoPro в экшн-камере, что я сейчас только заметил. Возможно, что все, что я там прошлый час болтал, ничего не записалось. Значит, вот этого не видишь, состояние аккумулятора в экшн-камере. В общем, поменял я сейчас аккумулятор. Надеюсь, записалось. Ну, там ничего важного и ценного не было. Так что, если не записалось, тоже неплохо. Хоть не будет такое длинное видео тогда. Иди к папе. Фак. Еще вот тут можно лобзиком вырезать такие отверстия, чтобы ее легче сделать, потому что она массивная такая, ненужная. Можно и полегче вырезать ненужную середину. Цак, цак, цак. Тя! Ну, что вам сказать, я этот маршрут проезжал пару недель назад, 3 недели назад по этому маршруту, и я больше ехал по дорогам, а сейчас Garmin меня ведет больше по велодорожкам. Я вообще не знал о существовании некоторых, и это прикольно. То есть там, где прямо вообще никаких вариантов других нету, да, по дороге было, но здесь вот прямо класс. То есть я могу уже сравнить свежие впечатления с прошлой поездки ровно по этому же маршруту и сегодня больше велодорожек. Класс. Так, я опять забыл настроить мощности мер велосипедный, присоединить к велокомпьютеру, и уже проехал 40 километров. Пора перекусить здесь
сесть. Углеводами, подключил мощностимер, наконец-то я через год юзания этого велосипеда воспользуюсь всеми его благами, всеми его техническими возможностями. Особо там мерить, конечно, нечего, я толстый жердяй, и мощность у меня как у цыпленка, толстый жердяй, цыпленок, толстый жердяй. Всякий бред. Но, тем не менее, интересно. Раз есть такая возможность, почему нет? Так, что-то как-то это уже затягивается. Я уже... Что-то мне холодно становится. И да, цели все еще 14 километров. А это что это? Что-то я уже 40-ку проехал. Так-то уже 48. Я все еще до цели не доехал. Интересный момент. Подключил Google Maps, забил туда координаты тайника, и он прямо мне для подстраховки. И он прямо мне: поверните, поверните, вы едете не туда. Вы едете не туда, поверните. А я, кстати, на Garmin тоже не смотрю. А мне-то направо. Как интересно. Вылазит тут. Бесит, блин. Но у меня есть шикарный звоночек. Танки. Угу. И они все всегда недовольны. Что-то потревожено. Ман. Бляха-муха. Не в ту сторону опять поехал, опять круголя навернул. Фак. Так у меня за 100 будет сейчас. Не. Есть к мысли сейчас на месте все обфотографировать и дома решать эти задачки, эти задачи, условия к тайнику, потому что сейчас что-то уже у меня нету какого-то настроения это делать. Я так-то даже не завтракал. Ну и вообще, это же мой выходной, и хотелось бы еще... У нас, кстати, сегодня еще вечером парти небольшая с соседями во дворе. У нас дом на 6. Выехал прямо возле Цингста. Это будет хорошо за 100 километров, учитывая то, что я кругали нарезал. Хрена себе, я не рассчитывал столько сегодня ехать. Думал, километров 70. Тут получится 110-120 точно. Охереть, ребят. Погода, мягко говоря, подиспортилась. Пошел дождь. И я сейчас прямо на этом, блин, на Бундесштрассе, короче, херачу. Там, где он машину херачит. Под дождем. И до тайника еще. Я говорю, блядь, сука. Я ж тебя включал, что ты выключил? Так, что здесь происходит? 83% зарядка, камера отключается. Алло. Что здесь происходит? Почему отключается камера? Фак. Она все время... Сучка! Камера, блин, все полное. Шпахер, блядь, полный. Аккумулятор 82% не отключает. Короче, прикол. Это прикол. Это подстава. Прибыл к месту. Не обошлось, конечно, без косяков. Вот это место, вот этот камень, посвященный какому-то егерю. В общем, мне нужна вот эта вот монументальная
монументально. Вот эта табличка со всеми данными, со всеми буквами, я ее сейчас сфотографирую и дома буду все это там высчитывать, сколько букв S, когда он умер, когда жил, и потом все это вставлять в их формулы в задание к геотайнику. В общем, история такая, что у меня зашпиновала, заглючила экшн-камера, блин. И я не знаю, получится ли вообще что-то теперь, я сейчас снимаю на телефон, получится ли вообще что-то теперь снять, записать. Потому что она все время записывала по 5 секунд, как я выяснил. Вначале записывала еще, потом этот аккумулятор сел. Этот уже с этим старым аккумулятором предыдущим начал по 5 секунд записывать и вырубаться автоматически. Я этого не заметил. Что-то рассказывал, показывал, и ни хрена этого не записалось. Я вставил второй аккумулятор, который я купил на гребаном Алиэкспресс, китайский, блин, это шняга, он постоянно с ним какая-то шняга, с этими аккумуляторами, там их 3 штуки, и они все время гонят. И я тоже опять всю дорогу что-то снимал, записывал, и потом обнаружил, что он тоже записывает по 5 секунд, то есть он вроде бы тоже разряженный, хотя камера показывает, что шпайхерпляц, память пустая, что заряд аккумулятора 80% еще, и она ни хрена не записывается, 80%. Я просто в шоке. Короче, была сегодня задача протестировать технику новую. В принципе, я с ней справился, протестировал. Единственное, еще вот это все теперь доехать до дома и сохранить не просто так, а сохранить в Страве. Вот это еще тоже задачка, я не знаю, как это все. Вот я нажму стоп, и это все не слетит, не закончится. Вот как это сейчас все вот со стопом тоже вот. Это тоже непросто. Ну вот, я выбрал не самый простой путь для тестирования. То есть 100-110 километров, чтобы сейчас это все по приезду домой слетело к херам собачьим, будет так себе обидно. В общем, какие выводы из этого путешествия можно сделать? Вывод один, что первый, что я езжу уже, наверное, а 5-й год, и этим геокэчингом занимаюсь 4-й год. И до сих пор у меня все еще не отлажена вся эта система, чтобы проехать, чтобы все записывалось, чтобы все сохранялось. Все время какая-то шняга, блядь. Надо покупать, сейчас опять надо, получается, приехать, купить фирменные аккумуляторы, потому что их было 2 изначально, 1 я где-то потерял, остался 1. Я заказал 3 на Алиэкспресс, и они просто шпиновают, они, блин, гонят всегда, они не держат ни хера. В общем, как обычно. Хотел сэкономить, а эти фирменные, они дорогие собаки, блин, аж бесит. Все, друзья, не знаю, насобираю ли я там материал на полноценное видео. До дома еще ехать тут километров 40, где-то больше, наверное. В общем, такое себе у меня состояние. Все, значит, фотографирую это место и дома буду уже решать задачку и приеду потом уже с какими-то наработками сюда 2-й раз. Друзья, это было видео, посвященное поиску 194-го геотайника, как оно прошло, посвященное тестированию велокомпьютера, велонасоса, который я купил, что там еще, креплений всяких вот этих, всего тестированию. В целом нормально. Сейчас еще в следующем видео скажу вам, как удалось сохранить это все. В Страву удалось или нет. И потом мощность мерил все это время или нет. Тоже все очень это интересно. В следующем видео будет продолжение. Все, друзья, до новых встреч. Ставьте лайчок за видочок. Подписывайтесь, кто не подписан. Пишите комментарии. Буду очень признателен за любые комментарии. Там, хоть похейтите, хоть нахер пошлите. Все приветствуется. Все. Всем heavy metal. Пока-пока. Вон уже у меня там гости. Поэтому буду завязывать на этой веселой ноте. Чуть не забыл, там еще в задании тоже интересно. Я просто сейчас не могу одновременно и читать задание, оно в телефоне, и снимать на этот же телефон. Поэтому я там отрывками, я его даже не полностью прочитал дома. Но один момент мне запомнился, что этот монумент,
какому-то этому егерю, как это, господи, леснику какому-то, где-то в другом месте стоял, а нацисты, когда были у власти, они перенесли его вот сюда, и с тех пор он так и стоит. Но надо понимать, что это не какой-то там вот прямо Гитлер с Гиммлером там пришли и перенесли его какие-то такие эсэсовцы. Нет, это просто, какая-то, нацисты были у власти, а здесь на местах кто-то, кто был старший, главный, он не обязательно, что он был, он был маленький винтик, который подчиняется приказам партии, вот как там, как во всех странах, где сейчас происходит диктатура, какой-то там Путин сидит, и где-то в деревне какой-то есть какой-то этот самый председатель, не знаю, колхоза, и ему что говорят, то он и делает, то есть, но написано так, что нацисты, нацисты, по сути, да, как по-немецки-то, нации, короче, в 33-м или каком-то году, в 39-м перенесли его вот сюда, и в этот монумент, и здесь он по сей день стоит. Просто так написано, как будто там вот сам Гитлер пришел и перенес. Нет, это просто кто был здесь на местах у власти, взял его, перенес по каким-то там соображениям. Просто интересно то, что он с того времени, этот монумент прямо так и стоит. 100 лет уже, господи, почти. Нифига себе. Все.